Всем привет, снова бренд B-Side. На обзоре целая серия самых популярных мультиметров. На двух приборах стоят высококачественные дисплеи. И третья обновленная модель с классическим жидкокристаллическим монохромным дисплеем. Почти одинаковая комплектация поставки на всех приборах. Поставляется вот такой красочной фирменной упаковке. В комплект поставки входит руководство пользователя на английском языке, где можем видеть все основные технические параметры прибора, режимы измерения, точность, допустимые отклонения и так далее. На шипах можем наблюдать изоляционные наконечники, ток коммутации максимум до 10 ампер. Качественная термопара, такими комплектуются уже почти все современные мультиметры. Видим отличный спай. Абсолютно одинаковая сумка на всех трех приборах для удобства хранения и переноски. Видим, все сделано очень аккуратно, никаких торчащих ниток и достаточно прочного материала. Комплектация на обоих моделях абсолютно одинаковая, и в отличие от этих приборов, на этой модели тоже почти все то же самое, только отличается лишь термопара. Это более теплоемкий тип термопары, более взвешенное измерение, но инерции здесь будет уже побольше. Обновленная модель, кроме цвета, имеет еще ряд отличий. Селектор здесь с помощью одной руки, конечно, не покрутить, но очень точная передача, никаких случайных переключений. Работает все очень четко. Органы управления — это всего 4 кнопки, приятные, мягкие на ощупь, но нет такой яркой, отчетливой отклика нажатия. Одинаковое количество и одинаковое расположение гнезда шипов на всех трех приборах. У этих приборов даже коммутации малых токов с одинаковым значением. На обновленной модели есть незначительные отличия. Если справа измерение основных всех функций одинаковые, и даже номиналы измерения напряжений все одинаково на всех приборах, но вот коммутация малых токов на этом приборе дает больше возможностей измерения до 600 мА максимум. Цепь коммутации силовых токов все три измеряют до 10 ампер. Ну и счетчик измерения на старых моделях он побольше вычислений, на новинке это только до 6 килоединиц. Но и эти приборы абсолютно разные внутри, так что все посмотрим, заглянем, измерим далее в ролике. Смотрим сбоку, тут видим уже более высокое качество на новой модели. Видим стыковку пластика с резиной, все очень аккуратно. Видно, что производитель внимательно относится и к дизайну приборов, качеству материалов и, разумеется, качеству изготовления. Переключатель на обоих прорезиненный, приятный на ощупь. На этой модели за счет отсутствия селектора внушает некое доверие, надежность и долговечности прибора. Поскольку переключатель, селектор — это самая уязвимая часть в мультиметре, ну и кнопки резиновые, мягкие, но явного отклика нажатия тут нет. Конкретно в эту модель можно устанавливать элементы питания стандарта 2А, и даже можем видеть, как с помощью этих низковольтных аккумуляторов прибор нормально включает. На камеру свечение цифр неестественно выглядит, так как вживую они светят белым цветом. Ну и яркость дисплея этих моделей зависит от напряжения. Этот момент тоже протестируем далее в ролике. У этих моделей рядом расположены сенсор NCV и светодиод фонарика с таким интересным рефлектором. Опорные ножки также на всех трех приборах организованы одинаково. Открывается, закрывается легко, ну и четкая фиксация на плоскости. Мультиметры хоть и китайские, но качество здесь ушло далеко вперед от обычных китайских приборов.
Отсек для элементов питания для большей долговечности и надежности имеет бронзовую резьбовую вставку. Обе модели одинаково питаются от 3 элементов питания стандарта 3А 1,5 вольт. Для большей точности измерения будем одинаково на всех применять высококачественные щупы. Первый режим измерения постоянного напряжения. В данном режиме у новой модели смотрим, дополнительно есть возможность измерения температуры в градусах Цельсия со встроенного термодатчика. Начнем измерение с элемента питания 9 вольт. Видим очень быстрое измерение. Очень быстрое измерение и здесь. И на этом приборе тоже все очень быстро. Проверим теперь приборы на точность. Здесь также есть возможность кнопкой Range переключаться между диапазонами измерения, выбирать десятые, сотые и тысячные доли вольта. Проверять будем подавать напряжение с высокоточного блока питания Rigol. Смотрим на мультиметре точно такие же показания, как и на блоке питания. 1 вольт, как указано. Идет нормальное измерение каждого отдельного милливольта. Достаточно быстрая стабилизация, достаточно быстрое измерение. Ну и, как видим, отличная точность повторения наравне с высокоточным блоком питания. Видим очень точные показания, 1 в 1. И самое главное в этом приборе то, что с возрастанием напряжения погрешность не складывается. Соответственно, видим на измерениях 5 вольт точно такой же 5 вольт напряжения. Не зря этот прибор мы в прошлом ролике назвали лучшим прибором в своей ценовой категории. Теперь проверим и обновленную модель. В отличие от первой модели, здесь, как видим, режим измерений начинается с более грубого разрешения, с целых чисел вольта. Хотя после запятой можем наблюдать и 3 цифры милливольтов. Ну и по точности, как видим, чуть-чуть значения начинают расходиться даже в начальном измерении. Не столь большая разница, конечно, но для кого-то это будет иметь большое значение. И в плане точности гораздо лучше смотрится первый вариант. Более старая модель тоже вроде как смотрим, показывает неплохо. Отлично повторяет измерение напряжения как на высокоточном блоке питания. И даже на 900 вольт все одинаково, вернее милливольтов. Естественно, в 1 вольт переключается в режим целых чисел вольта. И когда возвращаемся назад, здесь уже сразу не переключается в режим измерения милливольтов. Ну и гистерезис, обновление диапазона на 850 милливольт. И по точности на более высоком напряжении тоже смотрим неплохой результат. Теперь проведем измерение переменного напряжения. Переключение с постоянного режима на переменный производится с помощью кнопки Select. Более крупные значения индикации напряжения, сверху одновременное отображение частоты и в нижней строке аналоговая шкала, которая, как видим, особо не отличается скоростью отклика обновления от значения цифрового измерения. В отличие от обновленной модели, в этом режиме у этой модели есть еще дополнительная функция, так называемая функция VFC – Voltage Frequency Control. То есть данная функция при включении в режим измерения переменного напряжения, как видим, появляются все нули, теряются сторонние наводки, помехи и так далее. Полезная функция для работы с преобразователями частоты. Здесь также одинаковое отображение информации, но при этом аналоговая шкала точно так же медленно реагирует, как и на первом приборе. То есть просто дублирует показания цифрового измерения. И с помощью одного замера можем получить сразу два показания. Это переменное напряжение и частота бытовой сети. И с помощью кнопки Select можем переключиться на режим измерения частоты и процентного соотношения.
Здесь тоже видим отличное измерение. И точно так же можем переключиться на отдельный режим измерения частоты и процентного соотношения. На этом приборе точно так же одинаково все измеряется. Но здесь, в отличие от первых двух приборов, переключение между режимами измерения напряжения и частоты производится с помощью отдельной кнопки Герц. Ну и здесь тоже, как можем видеть, одновременно отображение частоты и скважности. При нажатии и удержании кнопки Hold включается и точно так же отключается подсветка дисплея, хотя подсветка может гаснуть и автоматически спустя примерно 3 минут. Это, конечно, не 3 секунды, что вполне неплохо. И еще удобно организовано отдельное размещение кнопок фонарика. И это хорошо, что, как в некоторых моделях, сразу не совместили одновременное включение обоих режимов. И оба прибора светят вполне себе неплохо. Попробуйте догадаться, какой из них светит ярче. Чуть далее посмотрим, конечно, сколько потребляют тока эти фонарики, в том числе и подсветка дисплея. С помощью генератора Unitec будем проверять возможности измерения и в режиме True RMS, так сказать, истинное значение измерения. Смотрим показания при амплитуде пиковой 5 вольт. Появляется вот такое среднеквадратичное значение, в чем можно убедиться и при помощи осциллографа Rigel. И как можем убедиться, все достаточно точно измеряется. Пробуем зафиксировать минимальную амплитуду. На 100 милливольт в пике видим достаточно точное отображение 30 милливольт истинно среднеквадратичного значения, а вот частота здесь куда-то пропала, хотя генератор в этом режиме прекрасно его формирует. Пробуем возможность отображения минимальной частоты, но уже с более высокой амплитудой, и как видим, все безрезультатно. Но с увеличением частоты значение становится максимально приближенным к истинным. Будем поднимать частоту еще выше. Смотрим на 1 кГц, почти не меняется истинное значение. 2 кГц, 3 кГц идет уже чуть-чуть потеря формы сигнала. А все, что выше 4-5, видим, что форма сигнала уже физически не может извлекать. Но при этом отлично отображается точная частота измерения. И на пиковой амплитуде в 25 вольт пытаемся выставить максимальную частоту, и как можем видеть, 6 кГц это потолок измерения в данном режиме. Для полноты картины также смотрим на 1 кГц различные формы сигнала, меандр, пила и так далее. Видим определенные значения для каждой формы сигнала, свой соответствующий показатель измерения, то есть извлечение среднеквадратичного показания напряжения. Теперь смотрим на эту модель. Начинаем измерение с теми же параметрами в амплитуде 5 вольт на пике. И здесь, как можем наблюдать, спокойно отображает 7 кГц частоты и даже 8, 9, 10 и даже прекрасно измеряет 100 кГц. Максимум 110-120 кГц. Проверим и на возможность отображения минимальной частоты. Здесь видим, есть даже 3 кГц. Видим и 2 кГц. Но 1 кГц не смог отобразить. Теперь пробуем увидеть минимальную амплитуду в режиме измерения малых переменных напряжений. И на отметке в 100 милливольт видим, неплохо распознает частоту, но значения True RMS показания не очень точные. И с увеличением частоты показатель напряжения приближается к более истинным значениям напряжения.
И в этом приборе для полноты картины смотрим все те же самые формы сигнала при амплитуде 5 вольт и частотой 1 кГц. Смотрим, под каждой формой сигнала выстраивается определенное значение измерения согласно соответствующему среднеквадратичному значению измерения. Здесь тоже все одинаково с измерением истинного значения. При этом прекрасно сохраняет результат даже при частоте в 10 Гц. В 5 Гц вполне неплохо сохраняется амплитуда. Ну и как видим, хотя бы хоть как-то питается и даже отображает частоту в 1 Гц. Очень тяжело, конечно, распознает. Ну и амплитуда напряжения, смотрим, как все в разбросе. Попробуем работу с минимальной амплитудой. Со снижением амплитуды, видим, неплохо сохраняется и значение частоты. Но уже с 300 мВ видим, пропадает частота, хотя при этом видим, прекрасно идет измерение истинного среднеквадратичного значения столь малой амплитуды пиковых генераций сигналов. Проверим максимально возможное измерение частоты в данном режиме. Видим, 1 кГц прекрасно измеряет, даже столь низкое значение амплитуды в 1 вольт. Отличный результат 10 кГц. А вот 20 кГц пока не хочет. Меняем амплитуду на максимум 25 вольт. И тут смотрим чудеса. Прибор начинает спокойно измерять и 20 кГц, 30 кГц, даже 100 кГц. И смотрим даже в отметку 1 МГц. То есть отличный результат. И 1 МГц это уже потолок в данном режиме. Точно так же смотрим и другие формы сигнала. Видим определенные значения для каждой формы сигнала, свой соответствующий показатель измерения, то есть извлечение среднеквадратичного показания напряжения. В целом все три прибора на отметке в 1 кГц показывают неплохие результаты измерения под разные формы сигнала. Быстро пробежимся и в режимах измерения милливольты. Начинаем измерение с постоянного напряжения. На этом приборе можем видеть отображение 3 цифр микровольтов. В режиме измерения милливольтов это те цифры напряжения, которых можем не видеть на блоке питания, поскольку нет такого разрешения в нем. Но мультиметр дает возможность точные показания измерения милливольтов для любителей тестирования, сборки, настройки аккумуляторов и так далее. Теперь уже 2 цифры после запятой, то есть менее точное разрешение. А дальше 100 милливольт прибор переходит в режим overload, то есть перегрузка. Новый прибор тоже самое неплохо измеряет милливольты, микровольты, но здесь гораздо больше коридор измерения и, как можем видеть, спокойно превышает порог измерения в 100 милливольт. И измеряется в данном режиме максимум до 600 милливольт. Кнопкой Range снова можем менять диапазон измерения. В новом приборе это либо 1 цифра после запятой или 2 цифры после запятой, тогда как в более старой модели есть возможность отображения даже 3 цифры после запятой, то есть возможность увидеть все микровольты напряжения. На этой модели все-таки комфортно включать режим с помощью кнопки, легко одной рукой. Точно так же видим возможность измерения микровольтов, все 3 цифры, которые точно так же можно меняться диапазонами с помощью кнопки Range. Ну и прекрасные результаты измерения по точности и возможность измерения максимум до 100 милливольт. В режиме переменного измерения милливольтов у этого прибора гораздо больше возможностей, поскольку предел измерения до 600 вольт, вернее милливольт, тогда как у двух остальных в этом случае амплитуда может максимум достигать до 100 милливольт.
Все три прибора имеют встроенные датчики для измерения температуры. На всех приборах есть возможность одновременного отображения и градусов Цельсия, и градусов Фаренгейта. Но приборы с успехом можно применять для измерения температуры и с помощью внешнего датчика. Как видим, есть большая скорость измерения, быстрая скорость нагревания, в том числе и остывания. Но при подключении термопары обязательно надо соблюдать полярность. Теперь проверяем и на кипение воды с родными термопарами для каждого прибора. И как видим, все неплохо измеряется. Есть небольшие разницы в температурах, но это зависит также от расстояния от нагревателя, расположением термопары, ну и атмосферного давления, все остальное. Хотя с увеличением температуры можем видеть, градусы почти сравнялись. Следующий режим измерения начинаем с измерения сопротивления. Для начала проверяем сопротивление щупов, ну и для удобства просмотра скорость видео увеличиваем 2,5 раза. И на этом приборе видим самые высокие точные показания измерения. Очень хороший результат. Прошу обратить внимание, и в этом режиме 2 цифры после запятой, как на более дорогих приборах. Ну а самое главное, это прекрасный результат и точность измерений. Конечно, скорость измерения не такая быстрая, но главный результат. Дальше, как видим, измерения идут гораздо веселее. Очень близкие по точности значения измерения сопротивления резисторов 5 Ом. И как можем наблюдать, чем больше растет сопротивление, тем выше скорость измерения. Но и достаточно точные показания измерения. На этом приборе тоже есть определенное сопротивление на шупах, хотя столько там нету. Здесь тоже можем наблюдать, как достаточно долго измеряется, но и не так точно, как на первом приборе. Хотя друг от друга они не так сильно отстают. Но такая медленная скорость, мне кажется, это из-за того, что подняли возможность измерения более высокого счетчика отсчета, но при этом производительность процессоров осталась такой же, который применяли для измерения на 6 килоединиц измерения счетчика отсчета разрядности. Но и на этом приборе видим, с возрастанием сопротивления увеличивается скорость измерения. В этом приборе, но вот на малых сопротивлениях чувствуются более заниженные показания измерения. Не может даже различить 0,47 Ом от 0,5 Ома, хотя, как видно, с ростом сопротивления появляется и более высокая точность. Ну и, повторяюсь, увеличивается скорость измерения. В режиме измерения теста диода на этом приборе можем видеть лучшие значения напряжения на шупах в 4 вольта. Здесь тоже вполне достаточное напряжение для тестирования диодов и светодиодов. Ну и все то же самое и в этой модели. Смотрим измерение диода. Как видим, на приборах есть индикация падения напряжения, но, к сожалению, не дублируется сигналом, в том числе нет световой индикации. Повторяется точно такая же картина и на этом приборе. Есть быстрое и нормальное измерение, но нет отклика. Точно такие же измерения и на третьем приборе. Светодиоды отлично зажигают все цвета, и на всех светодиодах видим индикацию падения напряжения. Этот прибор точно так же зажигает все цвета, в том числе есть индикация падения напряжения. Здесь тоже отличный видим результат. Протестируем еще вот такую лампочку. Здесь тоже нормально зажигает, есть падение напряжения. Все то же самое. И на этом приборе все, как видим, отлично.
Смотрим хороший прозвон. На разрыв также отлично, не оставляет следов. Контакт дублируется и световым индикатором. В этой модели скорость, конечно, чуть получше, чем на первом. И на размыкание тоже видим, нет никаких следов и все очень четко. А вот в этом режиме аналоговая шкала, смотрим, как быстро реагирует. Чувствительность очень высокая и, как можем наблюдать, скорость обновления отличается от строки измерения. Прекрасный результат. Но вот скорость реакции, конечно, не очень. Ну и чувствительность аналоговой шкалы, тут тоже она имеет хорошую скорость обновления. Будем измерять емкости конденсаторов. Видим разные значения емкости. Конденсаторы, конечно, измеряются очень долго, поэтому видео идет в ускоренном режиме в 2,5 раза. Для более быстрого, комфортного просмотра. И как видим, первый прибор прекрасно показывает результат, измеряет все номиналы, вплоть до 50 миллифарад. Второй прибор показывает также отличный результат. Смотрим, этот прибор тоже измеряет неплохо. Идут измерения в 12 миллифарад. Измеряется и 22 миллифарада. Ну и отлично в 50 миллифарад. В этом приборе точно так же все измеряется достаточно долго, но при этом наравне с другими моделями показывает очень даже неплохие результаты измерения. Хотя показания измерения чуть ниже, чем у старых моделей. Измеряется и 22 миллифарада. Ну и, как видим, отличный результат в 50 миллифарад. Теперь проведем измерения более меньшей емкости. В нанофарадах и пикофарадах измерения идут достаточно быстро, быстрее, чем в миллифарадах. Но 22 пикофарад и 10 пикофарад, к сожалению, не смог распознать. Здесь тоже идет достаточно быстрое измерение. Вот в режиме измерения пикофарад здесь тоже все видим. Ниже 100 пикофарад не измеряется. А на этой модели, как видим, прекрасные результаты измерения. Так сказать, самые лучшие результаты измерения. Показывают в том числе и пикофарады. И даже пытается нормально отобразить 10 пикофарад. Далее функция NCV, так называемый тест скрытой проводки. Но в этих приборах есть еще так называемая скрытая функция Live. Обнаружение фазы с помощью одного шупа. И, как видим, прекрасно отличают фазу от нулевого провода. В зависимости от расстояния можем наблюдать, как меняется степень интенсивности светозвукового оповещения. Но эта функция не муляж и реально работает. Этот прибор тоже с помощью одного шупа позволяет обнаружить фазу. И об этой функции Live тоже не указано ни в руководстве, ни на сайте торговцев, и даже на самом приборе не обозначен работу данного режима. А работу NCV, бесконтактный способ, точно так же, как и в первом приборе, измеряется все очень точно. И точно так же, в зависимости от расстояния, меняется степень интенсивности светозвукового оповещения. Здесь тоже работает функция Live обнаружения фазы, и точно так же, как две предыдущие аппараты, позволяет бесконтактно измерять уровень излучения поля. Переключаем режим измерения высоких токов, и даже в этом режиме смотрим, можем видеть все значения миллиамперов. Это очень полезная функция, особенно в грубой цепи измерения токов для любителей проверки утечки тока.
точностью наравне с прецизионным блоком питания Rigel, ну и с возрастанием токов в этом приборе можем видеть, что точность особо не меняется. Ну и кнопкой Range тоже можем здесь выбирать под режимы диапазона измерений. В режиме измерения микроамперов здесь можем наблюдать те цифры, которых нет на блоке питания, то есть все значения ниже значением 1 мА. Ну и порог измерения в данном приборе и в данном режиме измерения микроамперов достаточно высокий порог измерения до 6000 микроамперов. И при превышении этого порога прибор снова переходит в режим перегрузка, Overload, хотя с ним ничего не происходит, но не стоит этого делать, поскольку при значительной перегрузке, смотрим в 5 вольт, идет многократное превышение по току, и прибор, к сожалению, выходит из строя. Вернее, цепь коммутаций малых токов уже таким образом испортили. Пусть это послужит уроком для начинающих пользователей. В этом приборе тоже смотрим в измерениях грубой цепи до 10 ампер. Видим тоже 3 цифры, полное измерение миллиамперов и достаточно точные, схожие показания с блоком питания. Ну и в этом приборе тоже с кнопкой Range можем переключать диапазоны измерения. Ну и в режиме миллиамперов для любителей проверки утечки тока дает прекрасные результаты измерения с возможностью отображения 3 цифр микроамперов, почти всего диапазона микроамперов. Ну и после 10 миллиампер, соответственно, снижается разрешение 2 цифры после запятой, отображение микроамперов, и далее идет измерение максимум до 100 миллиампер, после которого снова выдается ошибка Overload. Ну и здесь тоже попробуем кратковременную перегрузку, и как видно, не стоит повторять, цепь коммутации малых токов очень быстро перегорает. На этом приборе также можем видеть одинаковые показания наравне с блоком питания. И как мы можем видеть, в измерениях цепи высоких токов очень точные показания измерения. Почти точь-в-точь повторяет наравне с высокоточным блоком питания. Переставляем щуп измерения малых токов, и прибор как бы чувствует обратную связь и в автоматическом порядке переключает прибор в режим измерения микроамперов. Но в данной цепи максимум измеряется до 100 мА тока, хотя на приборе указано 200 мА максимум. Ну и как на всех приборах, кнопкой Range можем переключаться между диапазонами измерения. Еще такой тест. Посмотрим, на каком напряжении прибор начинает работу. Смотрим на 2,5 вольта, прибор включается. Не знаю, насколько хорошо видно на камеру. Это особенно важно, если прибор будет эксплуатироваться на аккумуляторных элементах питания, где изначально более низкое напряжение. И как видно, прибор спокойно включается. И как видно, очень низкие потребления тока, всего 2,5 мА. Но при небольшом увеличении напряжения значительно увеличивается яркость, но вместе с тем начинают расти и токи потребления. И при напряжении равной как от 2 алкалиновых элементов питания, но при этом возрастают почти в 10 раз токи потребления, соответственно, алкалиновые батарейки будут гораздо больше потреблять тока и быстрее разряжаться. И еще один такой тест. Посмотрим наличие потребления тока прибором в выключенном состоянии. И как видим, все нули. Смотрим и в микроамперах. Есть незначительные токи. На этих приборах стоят уже по 3 элемента питания, хоть и меньшим размером, но и у этих приборов с маленьким напряжением 2,5 вольта, к примеру, от 2 аккумуляторных элементов питания,
ток потребления составляет всего лишь 3 мА. Так что в этом приборе, устанавливая 2 элемента питания вместо 3, можно гораздо дольше поработать от одного заряда. И с нормальным питанием, видим, тоже увеличивается яркость. Все отлично, но снова почти в 10 раз поднимается токи потребления. Смотрим на возможность потребления тока в выключенном состоянии. Все нули. Проверяем также в режиме микроамперов. И тут тоже все отлично. Видим на 2,2 вольта. Тоже спокойно может работать на 2 элементах питания, на более низком напряжении и с достаточно низким током потребления. Но при этом горит индикатор низкого заряда. А с возрастанием напряжения до нормального 4,5 вольта увеличивается незначительно ток потребления. С включенной подсветкой токи увеличиваются 2 раза. И при включенном фонарике токи потребления увеличиваются еще значительнее. На этом приборе тоже смотрим потребление тока в выключенном состоянии. Их здесь нет, все нули. И в микроамперах также смотрим все нули. Отличный результат. Теперь про этот маленький значок функции Auto Power Off, то есть если не пользоваться прибором примерно 15 минут, приборы создают звуковое предупреждение, нужно как бы добежать, нажать кнопку. Если этого не сделать, в течение 1 минуты издается еще одно предупреждение и прибор выключается. Но эту функцию можно отключить. Для этого на выключенном приборе удерживаем кнопку Select нажатой, включаем прибор и, как видим, значок исчезает с дисплея. И теперь прибор может работать бесконечно, вплоть до полного опустошения элементов питания. То есть не будет автоматически отключаться. Здесь также на выключенном приборе удерживаем кнопку Range, включаем прибор. И здесь точно так же отключается функция Auto Power Off. Здесь все точно так же. Нажатым удерживаем кнопку Select, включаем прибор и тем самым отключаем функцию Auto Power Off. То есть этот прибор тоже будет точно так же бесконечно работать, вплоть до полного опустошения элементов питания. Приборы очень хорошие, особенно радуют современные дисплеи, а именно их углы обзора идеальные практически под прямой угол. Такие же дисплеи можно встретить и на более серьезных приборах промышленного образца. Это, наверное, лучший дисплей, и недостаток всего один – это большое потребление тока. На этих 2 приборах есть возможность фиксировать максимальные значения измерения. На включенном режиме прибор автоматически фиксирует самые высокие значения измерения, и при выборе режима Min, соответственно, прибор фиксирует самые минимальные значения измерения. И для выхода из этих режимов удерживаем кнопку нажатой. Еще одна полезная функция – режим относительного измерения REL. К примеру, у нас есть определенное эталонное напряжение. Теперь, удерживая кнопку, обнуляем результат, и все последующие измерения будут производиться относительно этого нуля в плюс или в минус. Очень важная полезная функция при подборе одинаковых номиналов емкости, значений напряжения и токов. Для выхода из этого положения снова удерживаем данную кнопку. Теперь с помощью осциллографа Rigol проверим уникальную функцию, которая есть только в модели 1 серии. Данный прибор способен генерировать форму сигнала на разной частоте, начиная с 50 Гц. И кнопкой Select можем выбирать другие номиналы частоты. Но форма сигнала, который прибор генерирует, видим, это меандр. Нормальная форма сигнала, нет больших провалов. 3, 4 и даже максимум 5 кГц в 1 кГц. Ну и, как видим, относительно неплохо. Хотя наверху можем видеть, есть определенные помехи. Но чтобы строго судить, это тестирование не генератора частоты, а всего лишь встроенная функция в мультиметр.
И для этой ценовой категории видеть такую функцию, думаю, больше плюс, чем недостаток. Под качественной лупой теперь будем заглядывать в начинку прибора. Видим следы вторичной пайки. Первое, что хочется отметить, это наличие для каждых цепей токов свой отдельный предохранитель, отличная защита. Все больше начинаем видеть вот эти реле, работу которых слышно за пределами прибора, то, как переключаются. Залитый микропроцессор, это, наверное, чтобы не смогли узнать точную маркировку, секреты производства. Наличие открытых гнезд на приборе – это не самое лучшее решение для проникновения пыли и грязи вовнутрь прибора, хотя очень хорошо организован круговой кант, который, собственно, загружается и в ответную часть прибора, в паз, тем самым предотвращение попадения пыли вовнутрь. Но на этих моделях можем видеть, на ответной части гнезда прикрываются, меньше шансов попадения грязи вовнутрь прибора. В новой модели тоже можем видеть залитый микропроцессор, но учитывая его возможности измерения, этот прибор можно отнести к более среднему классу, учитывая меньшую стоимость, чем в сравнении с первой моделью данной серии. Но этот прибор мы не зря назвали лучшим прибором в прошлом ролике. Отличная компонентная база и показал очень даже неплохие результаты измерения. И этот прибор действительно является лучшим прибором в линейке бренда Beside на сегодняшний день. Спасибо за просмотр.